Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня будем вязать вот такую змейку. Автор схемы Анастасия Кузьмина. Для вязания нам потребуется пряжа плюшевая. Я использую обычно Woolens Bunny Baby. Любой зеленый цвет. От мотка у меня осталось совсем немного, поэтому для данного мастер-класса вам потребуется один моток пряжи основного цвета, совсем немного красной акриловой пряжи, глазки 16 миллиметров, и вот здесь для короны желтая плюшевая пряжа, для бровок коричневая пряжа акриловая и холофайбер. По материалам это все. Приступим к вязанию. Набираем 6 столбиков в кольцо амигуруми. Две воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков. Два. И 4. 6. Этот ряд мы считать не будем, поэтому следующий ряд у нас будет первый. Первый ряд вяжем 1 столбик и прибавка 3 раза. Столбик. Следующую прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. Прибавка. Второй ряд вяжем 9 столбиков без накида, то есть провязываем без изменений. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, восьмой, 9. Третий ряд, 2 столбика и прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, прибавка, первый столбик, второй, прибавка, первый столбик, второй, прибавка. Сейчас у нас по кругу 12 столбиков. Начинаем вязать 4-й ряд. В 4-м ряду провязываем без изменений. Двенадцать столбиков без накида.
Пятый ряд 3 столбика и прибавку 3 раза. Один, два и прибавка. Один, два, три, прибавка. Один, три, прибавка. У нас по кругу 15 столбиков. Шестой ряд провязываем без изменений. Вяжем 15 столбиков без накида. Седьмой ряд вяжем 4 столбика прибавка 3 раза. По кругу у нас должно получиться 18 столбиков. Один, два, три, четыре, прибавка. Один, два, три, четыре, прибавка. Один, два, три, четыре, прибавка. С 8 по 57 ряд, то есть 50 рядов, вяжем без изменений. 18 столбиков в каждом ряду. Провязываем самостоятельно, затем встречаемся на 58 ряду. Я провязала 15 ряд. Теперь необходимо заполнить кончик хвостика холофайбером. Наполняем холофайбером по мере вязания. Я закончила вязать 57 ряд. Такое тело змеи у меня получилось. Теперь начинаем вязать 58 ряд. Вяжем комбинацию 4 столбика убавка 3 раза. У нас по кругу 15 столбиков. Один, два, три, четыре, убавка.
Это первый раз. Повторяем комбинацию еще 2 раза. В 59 ряд вяжем 15 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. 60 ряд вяжем 3 столбика, убавку 3 раза. У нас по кругу должно остаться 12 столбиков. Первый, второй, третий, убавка. Вяжем комбинацию до конца ряда. В 61 ряд вяжем 12 столбиков без накида. Выполняем самостоятельно. 62 ряд вяжем 12 прибавок. То есть с одной петли вывязываем по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Вяжем еще 7 прибавок самостоятельно. У нас по кругу должно получиться 24 столбика. 63 ряд вяжем 3 столбика прибавку 6 раз. По кругу у вас должно получиться 30 столбиков. Первый, второй, третий, прибавка. Первый, второй, третий, прибавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза самостоятельно. 64 ряд вяжем 4 столбика прибавку 6 раз. По кругу у нас получится 36 столбиков. Один, два, три, 4, прибавка. Один, два, три, 4, прибавка. Продолжаем вязать до конца ряда. 65 ряд
Вяжем 5 столбиков, прибавка 6 раз. У нас по кругу должно получиться 42 столбика. Один, два, три, 4, 5, прибавка. Повторяем. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Вяжем эту комбинацию самостоятельно до конца ряда. Затем с 66 по 68 ряд, то есть 3 ряда, вяжем по 42 столбика без накида. Встречаемся на 69 ряду. 69 ряд, вяжем 15 столбиков, 6 убавок и 15 столбиков. Приступаем. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь начинаем вязать убавки. Их должно быть 6. Один, два, три, 4, 5, 6. До конца ряда осталось провязать 15 столбиков. Вяжем самостоятельно. С 70 по 73 ряд, 4 ряда, провязываем по 36 столбиков без накида. Затем будем вставлять глазки между 69 и 70 рядами. Я вставила глазки между 69 и 70 рядами. Первый глаз вставляем там, где у нас начинаются прибавки в 69 ряду. И второй глаз вставляем там, где у нас они заканчиваются. 74 ряд, вяжем 4 столбика убавка 6 раз. У нас по кругу должно получиться 30 столбиков. В процессе вязания не забываем наполнять голову холофайбером. Первый, второй, третий, четвертый столбик, убавка. Первый, второй, третий,
4, убавка. Продолжаем вязание до конца ряда самостоятельно. 75 ряд, вяжем 3 столбика убавку 6 раз. По кругу должно получиться 24 столбика. 1, 2, 3, убавка. 1, 2, 3, убавка. Повторяем эту комбинацию еще 4 раза. 76 ряд, вяжем 2 столбика убавка 6 раз. По кругу у нас должно получиться 18 столбиков. Первый, второй, теперь убавка. Еще раз. Первый, второй, убавка. Провязываем комбинацию до конца ряда. Добавляем холофайбер и встречаемся на 77 ряду. 77 ряд, вяжем 1 столбик убавка 6 раз. По кругу у нас получается 12 столбиков. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. И последний ряд 78 мы вяжем 6 убавок. Я думаю, с этим заданием вы справитесь. Затем закрываем голову, стягиваем петельки на макушке. И наша змейка почти готова. Нам останется связать корону. Для короны берем пряжу желтого цвета и набираем цепочку из воздушных петель. Необходимо набрать 12 воздушных петель. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь замыкаем вязание в круг. Вводим крючок в последнюю петлю и вот так выводим нить. Воздушная петля подъема и по кругу провязываем 2 ряда по 12 столбиков без накида. Так, я поставлю маркер.
Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Пятый. 11, 12. И теперь вяжем второй ряд. Еще 12 столбиков. Третий ряд. Вяжем 1 соединительный столбик. Один соединительный столбик, воздушная петля, 1 столбик с накидом, воздушная петля, 2 соединительных столбика, первый столбик, второй, воздушная петля, 1 столбик с накидом, воздушная петля, 2 соединительных столбика, первый, второй, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, 2 соединительных столбика, первый, второй, воздушная петля, столбик с одним накидом,
воздушная петля и 2 соединительных столбика. Первый, второй. Вот такая корона получается. Ниточки необходимо обрезать, спрятать, а корону пришить к голове немножко под наклоном. Выполняем. Давайте выполним стандартную утяжку. Выполняем как обычно. Делаем узелки. И прячем их в голове. Утяжка завершена. Нам осталось вышить бровки. Я буду вышивать коричневой пряжей. И на этом мастер-класс автора окончен. Мы дополнительно свяжем с вами язычок. Вышиваем бровки самостоятельно. Берем красную акриловую пряжу и набираем 13 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Во вторую петлю от крючка провязываем соединительный столбик. 1. В следующую петлю еще один соединительный столбик. 2 и 3. Три соединительных столбика. Теперь набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Во вторую петлю от крючка провязываем соединительный столбик. Первый. И еще один. Это второй. И вот в эту петельку провязываем третий соединительный столбик. Вот что у нас получилось. Теперь вяжем до конца ряда столбики без накида.
У нас второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Ниточку обрезаем, вытягиваем, оставляем кончик для пришивания. И вот сюда можете пришить язычок. Пришиваем самостоятельно. Я пришила язык. Пришивать нужно примерно 1 сантиметр по длине языка, чтобы он у вас сильно не провисал. Вот. Затем, что мы делаем? Мы скручиваем змейку в колечко. Вот здесь у меня сгиб. И затем я обернула ее вокруг змеи. И вот таким образом нужно ее зафиксировать. Берем нитки под цвет змеи и с помощью иголки и ниток пришиваем ее вот так в колечко. Выполняем самостоятельно. Наша змейка готова. Вот так она у меня выглядит. Я уже ее полностью прошила. Ввела кончик иголки в произвольном месте и затем вот так ниточкой по периметру внутреннего кольца полностью ее прошила, чтобы хвостик не раскрывался. Надеюсь, у вас получился такой же результат. Всем спасибо за внимание.